Всем привет и добро пожаловать! Я Ира. А я Наташа, и это подкаст для тех, кто изучает русский язык. Привет. Привет. Как бывшие пишут обычно. Привет, спишь? Но со мной происходит такое очень редко, поэтому я забыла, что это У меня у такое и как на самой это нет. Я, отвечать. я чисто на мемах из интернета. Мне так никто никогда не писал. Итак, ладно, все. Более серьезно подходим к выпуску подкаста. Итак, Ира, Да. знаешь ли ты, что такое минимализм? Знакома ли тебе эта концепция? И можешь ли ты назвать себя минималистом? Минимализм — это концепция, согласно которой не стоит тратить энергию, деньги, время на то, что не нужно. Это не ограничение, не лишение, а осмысленный подход к жизни. Верно. И ты у нас кто? Да. Минималист или нет? Или кто? Максималист? Такое Нет. существует? Но мне приходит антоним минималисту — это Плюшкин. М. Я не совсем согласна. Плюшкин — это все таки, наверное, тот человек, который больше, любит собирать, но в смысле какие-то негативные, какие-то ненужные вещи. То есть, и, скорее всего, это больше, наверное, относится к болезни, чем, к стилю жизни. Может, это, я бы сказала, наверное, расточительство? Не знаю. Сложно найти антоним прям М. так сходу. Да, но мы ушли в другую степь. Про Да, Плюшкина «Мертвые души» мы расскажем как-нибудь в другом выпуске. А если вы читали «Мертвые души», то молодцы. да. Итак, хорошо. Ну, Отвечаю на твой вопрос. да, отвечай, Да. наконец-то. Прости. Не могу сказать, что я минималист, но все таки в последнее время стараюсь меньше тратить на, например, на одежду. Ну, бывает иногда такое, что покупаешь что-то, в том числе даже продукты, и не успеваешь даже это есть, потому что слишком в избытке это все. И в итоге, последствия, то, что ты выбрасываешь, то, что тебе не пригодилось. А с едой такое делать вообще последнее дело. Да, с едой точно, да и совсем, Да. наверное, тоже. Я бы назвала себя минималистом в плане одежды и Мгм. гардероба, но могу сказать, что очень сложно э, быть минималистом или поддерживать это движение, когда ты блогер или делаешь какой-то контент. Да. Но на самом деле я ненавижу ходить по магазинам, я Я ненавижу тебя этот понимаю. шопинг. И я, вот честно, я не понимаю, как можно тратить большие деньги на одежду и Мгм. как можно покупать дорогие вещи, дорогие сумки и все остальное. Я совсем не понимаю, и была бы моя воля, я бы, наверное, 3 месяца ходила в одной и той же одежде и нормально Если бы себе. ты не была блогером. Да, но так как когда ты делаешь видео, ты не можешь там выпускать 4 видео подряд, в которых ты, ну, в одинаковой одежде. Да. Да. Хотя почему? Ну, в последнее время, чтобы сэкономить время, я записываю одно длинное видео или, например, я снимаю несколько видео на одном уроке, и, соответственно, постоянно в одной и той же одежде. Главное миксовать эти видео потом. Да, я думаю, что многие используют этот лайфхак, но Мгм. действительно это вынуждает нас покупать какие-то предметы гардероба Да. и так далее. Ну, такой сейчас мир. Может быть, скоро просто мы будем, не знаю, примерять одежду на онлайн-аватар, например, да, сами будем это все записывать в одной и той же Мгм. одежде. Почему бы нет? Было Например. бы очень удобно. Хорошо, но сегодня мы все-таки поговорим о минимализме скорее не отдельно в гардеробе, а именно о минимализме на уровне быта. И здесь, как всегда, большой вопрос, что такое быт? Как мы объясним слово быт?
Быт — это, наверное, то, что окружает нас в повседневной жизни. То есть обстановка в квартире. То есть не атмосфера, а предметы, которые нас окружают в нашей квартире. Да, но я бы добавила, что, Мгм. наверное, какие-то ритуалы это тоже Мгм. относятся к быту. И Да. пример, который я использую на уроках, например, он поехал в Россию, чтобы узнать больше о русском быте. Да? Мгм. То есть узнать, как живут русские, как выглядит их квартира, что они делают вечером, ходят они в тапочках или без тапочек и так далее. Хорошо. Итак, мы уже сказали, что такое минимализм, да, что мы не тратим деньги, энергию, время на то, что нам не нужно. И как ты думаешь, сейчас эта концепция популярна вообще? Я думаю, что эта концепция становится популярной, особенно среди молодежи. У нас уже был выпуск, и мы к нему не раз возвращались. Это выпуск о медленной жизни, то есть покупать и оставлять у себя в окружении то, что нам действительно нужно. Это касается всего. Например, я об этом часто говорю на занятиях про одежду. То есть мы не скупаем все вещи на распродаже, а мы выбираем качественные вещи, которые стоят дороже, но вместо 3 футболок мы берем только одну. Я думаю, Мгм. это как раз-таки про минимализм и вообще сделать, наверное, больше акцент на качестве, а не на количестве. Мне кажется, это касается не только гардероба, а вообще нашего окружения. Да, но я бы сказала, что не только сейчас это становится популярно, а среди, например, наших ровесников, то Мгм. есть людей такого же возраста, как мы, это популярно именно, например, в дизайне квартиры уже Мгм. достаточно давно, как только мы начали жить отдельно, например. И есть ли причина какая-то, почему мы и наши ровесники предпочитаем минималистичный дизайн интерьера? Как ты Да, думаешь? давай разберемся, откуда ноги растут. То О, есть в кстати. чем истинная причина. Наверное, все идет из нашего детства, потому что в 90-х и 2000-х домашний интерьер был про удобство и совсем не про стиль. И что это означало? Это означало то, что нам нужно было все, и мы оставляли дома все предметы декора, а, посуды, всего-всего, на всякий случай, а вдруг пригодится. И это у нас хранилось в сервантах, в шкафах и на всех полках. Все полки были забиты всем, что можно. Да, это сейчас можно пойти в магазин, купить все, что тебе понравится. Если тебе не Мгм. понравилось, ты заказываешь это в интернете. А раньше, если что-то попадало тебе в руки, нужно было это сохранить. Ну и, конечно, и мы, и другие наши ровесники помнят о том, что в квартире всегда стоял бабушкин сервант, Сервант. да, с посудой, но эту посуду можно ли было ее использовать, Ира? Только по большим праздникам. Да, когда было большое застолье, то есть когда Мгм. гости приходили, и все садились за стол, и ели салаты майонезные, конечно же, и тогда доставалась эта посуда из серванта, ее, ну, не знаю, как у вас было, мы всей семьей сначала ее мыли, Да, там да, протирали, потому что в серванте она хоть и стоит за стеклом, но пыль все равно там есть, да, вы да. представляете, как часто ее используют, если уже на этой на этой посуде есть пыль, и вот тогда доставали ее. И тоже не знаю, как у тебя, но у меня, например, у бабушки в шкафах хранилось очень много постельного белья и Мгм. полотенец, совершенно новых, но которые нельзя было использовать, Использовать, нельзя да. было брать. Э, Что думала А, бабушка в этот момент? Как ты думаешь? Пригодится. Это было на приданое для девушки, возможно. Да, совершенно верно. Что такое приданное? Как объясни? Приданое — это, наверное.
вещи, то есть какие-то, не знаю, может, постельное белье, которое собирают девушки, когда она собирается замуж. То есть до ее свадьбы, до ее замужества собираются эти вещи, которые пригодятся потом в ее быту, в ее новой квартире. Раньше молодые люди, ну, я не видела это своими глазами, но есть такая, Мгм. наверное, традиция, легенда, я не знаю, что это. Они смотрели на приданное девушке, прежде чем Мгм. звать ее замуж. Да, если у нее что-то есть, начиная от полотенец, заканчивая квартирами, какой-то недвижимостью, то это хорошая невеста. Если нет, ну, у Да. нее не так много шансов выйти Получить хорошего замуж. жениха. Да. Да, и вот это постельное белье и полотенце и все остальное, оно, если честно, так и пролежало Мгм. миллион лет, да, и, к сожалению, там уже бабушки моей не стало, а все это, все эти вещи, они лежали упакованными в ее шкафу. Это кажется очень странным, потому Да. что жизнь одна идет быстро, почему бы не пользоваться хорошими вещами Ну, сейчас? странно, что как бы именно многие придерживались этой позиции, поэтому это было довольно распространено в России, в Советской России. Да, и поэтому сейчас, когда миллениалы снимают квартиры или покупают квартиры и делают там ремонт, очень часто это, ну, не то что минималистичный, а какой-то очень лаконичный стиль. Мгм. Да, все серое, например, там серые Да, стены, серый пол и серый диван, например, потому что нам согласна. хватило всего этого в нашем детстве. Хорошо. Но, кстати, наверное, не все. Все-таки есть какая-то часть людей, которые ностальгируют по своему детству, и они как раз ходят на барахолки или Да. блошиные рынки, да, и скупают там какие-то винтажные вещи. Почему нет, если вам комфортно? И давай еще объясним несколько слов и Мгм. фраз, например, хлам. Что такое хлам? Хлам — это вещи, которые нам уже не нужны, но от которых нам сложно избавиться. Может быть, они и не были нужны никогда, да. Просто ты что-то купил, не знаю, какую-то вазу в форме слона, да. Да. Просто ее где-то поставил, и у тебя лежит этот хлам, то есть ненужная вещь, да. И, соответственно, если у тебя очень много таких вещей, то ты захламляешь свою квартиру, то есть Да. приносишь туда все больше и больше хлама, и это все называется захламленность, когда Мгм. много таких вещей. Но вообще людям очень сложно избавиться от хлама. Я думаю, что это зависит больше от характера, потому что, например, моя мама, она может выбросить все, что нужно, и то, что не нужно. То есть она Да, выбрасывает, да, она выбрасывает все. Если это, например, какая-то вещь стоит на одном месте больше нескольких месяцев, то и она автоматически ее выбрасывает, потому что эта вещь нам не пригодилась. Иногда бывает такое, что я приезжаю домой, а моих вещей уже нет, потому что они лежали долго на одном месте, и она, по логике мамы, они уже были не нужны. Поэтому очень круто. часто нам приходится обновлять таким образом наш быт. Но, слушай, это, я скажу, уникальность какая-то, Да, потому да. что среди поколения наших родителей, конечно, все чаще люди откладывают всякие вещи, и ненужный хлам тоже. Да, и Да, моя мама говорит, я очень люблю пустые полки, поэтому, класс, поэтому у круто, нее круто. минимум одежды, минимум вещей в доме. Но я расскажу, что я зачем-то складывала банки дома, потому что, ну, это тоже идет из детства, потому что раньше Мгм. всегда оставляли банки, Да, пригодятся. да, это верно. И я зачем-то тоже их складывала, но у меня не такая большая кухня, не так много места. Мгм. И, наверное, месяц назад, когда была генеральная уборка, я думаю, все, хватит. Они занимают действительно много места. Мгм. Я все выбросила. И позавчера я делала цветы, и мне нужно было их поставить в какую-то баночку. А.
Но было уже поздно, генеральную уборку уже Да, но прошла. я нашла, я сохранила 3 или 4 банки, и поэтому у меня осталась какая-то банка. Я подумала, окей, я говорю, что ой, как плохо было раньше, много хлама в квартире, Мгм. а сейчас я сама становлюсь такой, когда оставляю какие-то банки ненужные. Зачем они нужны? Да, но можно еще сказать, что во время своей генеральной уборки я сделала расхламление, да, то есть Мгм. я расхламила, то есть я избавилась от От хлама. ненужного. Да. Ну, кстати, интересно, что хлам это уже ненужные вещи, но мы все равно Мгм. говорим ненужный хлам, Да, да, всё верно. чтобы добавить, что это точно ненужное. Да, хорошо. Ну и последнее, о чем мы поговорим, это еще экология, и напомним вам о том, что разумное потребление нам сейчас необходимо, да, и вместо того, чтобы просто выбрасывать какие-то вещи, которые вам не нравятся уже, может быть, или что-то с ними произошло небольшое, можно их отремонтировать, или, например, Перепродать. да, в России такой сервис называется Авито, на котором Мгм. можно выложить ваше старое пальто, кто-то его купит. Я думаю, во всех странах, наверное, есть Да, да, похожие. есть аналог, да. Мгм. Супер. Итак, вопрос недели. Кто задаст? Давай ты. Давай, сегодня я. Нравится ли вам идея минимализма? Почему да? Почему нет? Спасибо, что прослушали или просмотрели этот выпуск до конца. Становитесь патронами нашего подкаста, получайте скрипт каждого эпизода, доступ к закрытой группе в Телеграме, а также место в разговорном клубе. Все детали в описании. Пока-пока! Пока-пока!